Всех приветствую! Записываем обновление обзора криптовалют. Начинаем с биткоина и видим, что все у нас идет по плану, как пелось в одной очень старой, но хорошей песне. Если смотреть на часовиках, в принципе и на 4-часовиках было видно, что мы достигли расчетной зоны, где можно уже искать сигналы на разворот. Их пока нет, поэтому не стоит сейчас просто залетать в покупки. Если это делаете, то только это наугад. Либо у вас своя торговая система, которая показывает, что пора входить. Свеча неплохая, тень откуплена, но заходного импульса пока нет. Как только здесь появится заходной импульс, на откате можно будет брать с целью пойти выше. Пока что здесь вне позиции, нужно наблюдать и ждать разворота. Но это уже хорошо, что мы выполнили цель. Пока, думаю, либо мы здесь поторгуемся, получим заходной и пойдем наверх, либо сходим пониже и пойдем наверх. Возможно, здесь также и треугольник, поэтому здесь образуется множество вариантов, поэтому нужно дождаться хотя бы, когда фактически образуется заходной импульс, и уже потом смотреть в сторону лонгов. По эфириуму, думаю, такая же ситуация, да, дошли до расчетной зоны, которую мы ожидали. Тоже можно все убирать. Заходного импульса по-прежнему здесь нет. Хорошо, вышел объем тени, но заходного импульса нет, поэтому необходимо его дождаться. Пока также наблюдаем, но в перспективе, конечно же, должны сходить наверх с этих уровней, либо пониже. Смотрим Ripple. По Ripple не стали мы идти к низу треугольника, а пошли сразу же наверх в расчетную зону. Все нормально. Сейчас что у нас здесь ожидается? 1, 2, предположительно 3 отработано. И здесь мы начинаем формировать что-то типа треугольника. Видите, лои повышаются, хаи понижаются. Возможно, это только похоже на треугольник, что треугольником-то это и не будет являться, но пока похоже. Что у нас здесь можно посмотреть, это то, что прикинуть, куда у нас возможна коррекция. Коррекция у нас оптимально вот до данных уровней. Мы их уже зацепили. Если не пойдем ниже, сейчас посмотрим, куда можем пойти повыше. Вот следующая расчетная зона, волны 5. Ее достигнем в том случае, если мы правильно определили, что мы сейчас в 4-й коррекционной волне. Давайте посмотрим, есть ли здесь какие-то уровни. Вот, кстати, очень хорошо совпадает. Не так давно были пики, которые совпадают с нижней границей расчетной зоны. Вполне вероятно, мы до сюда как раз таки и дойдем. Что будет дальше, как говорится, узнаем. Пока прогноз вот такой. Что у нас по ADI? Вот, кстати, хороший пример. Говорил по биткоину, нужно дождаться заходной перед тем, как заходить в рынок. По ADI мы дошли до расчетной зоны. Вроде бы как все хорошо, держали уровень. Все прекрасно. Но благодаря тому, что мы должны были дождаться заходной перед тем, как входить в лонги, его здесь не оказалось, поэтому рынок пошел вниз, и нам без разницы. Мы в лонги не входили, просадки у нас нет, все прекрасно. Сейчас просто наблюдаем и ждем, когда же здесь будет заходной. До этого мы на движение заработали, здесь у нас причин входить в рынок не было. Здесь сейчас идет небольшой отскок, но его нельзя считать заходным. По ADI также наблюдаем. В перспективе, конечно же, как минимум, мы еще должны дойти сюда, еще раз обновить, либо хотя бы посетить данные уровни в районе 1.44. Но с каких уровней мы пойдем, пока неизвестно. Сигналов на разворот нет. Объемов больших нет, дивергенции нет, заходного нет, ничего нет. Наблюдаем, ждем разворот. Смотрим Dash. По Dash уже который раз мы просто болтаемся, а теперь еще и пошли ниже. Но это все в рамках нашего прогноза. Поэтому это совсем не неожиданность. Объемов по-прежнему нет, заходных нет. Dash просто сливается вниз. Ищет, где уже у него поддержка. Смотрим DOT. Здесь также в рамках прогноза все идет во флете. И пока в него входить рано. Самое оптимальное движение это пока вниз. BNB. По BNB вот здесь какая-то тень появилась большая, что говорит о том, что его не пускают наверх. Пытались выйти и сразу прибили вниз. И даже вниз еще и свечу красную дали. Также я крипту не шарчу, только в лонг, но сигналов в лонг нет, поэтому здесь также просто наблюдаем. Основной прогноз вниз. По рублю. По рублю также в рамках прогноза. Что это у нас такое? Это у нас очень
похоже на третью волну. Пока вот здесь, конечно, индикатор не перебили, но если его перебьем, то это будет подтверждение, что все у нас построено правильно, что это третья волна развивается, она еще не закончена. После чего мы пойдем скорректируемся вниз с перспективой дальнейшего роста. Все с рублем плохо. Пока прогноз вот такой, что курс будет повышаться и дальше через коррекцию. Смотрим индекс доллара. Индекс доллара также у нас пока идет по основному сценарию. Мы должны достичь расчетной зоны. Сегодня у нас замечательная свечка наверх. Пробиваем вот здесь уровень и спокойно идем дальше. Также пока все в рамках нашего плана. Прогноз тот же. Из комментариев смотрим монету Космос Атом. Раньше я ее не смотрел. Давайте глянем поподробнее, что у нас здесь можно увидеть. Здесь можно увидеть на месячном вот этот уровень. Объемы идут вверх, это хорошо. На недельках у нас также все идет вверх, объемы растут. Все прекрасно. И здесь все выглядит очень здорово. Достаточно бычьи. Это можно так сказать, по-бычьи. Давайте нарисуем структуру, которая сейчас явно выделяется. 1, 2. Идем в тройке. И перспектива у нас, конечно же, это еще повыше сходить. Расчетная зона тройки у нас пробита. Даже до 2.618 сходили. В этом районе развернулись. Все нормально. Так, сколько у нас длится тройка? Ага, тройка у нас даже еще не закончилась. Вполне вероятно, что вот здесь у нас 3, 4, 5. Смотрим на 4 часах. Угу. Вот здесь вот есть сигнал на том, что здесь у нас завершилась тройка. Давайте проверим, посетили ли мы расчетную зону четверки. Естественно, посетили. Вот у нас здесь предположительно завершилась четверка. Мы должны пойти в пятерку. Бац-бац. Пятерочка у нас вот до сюда. В принципе, должна дойти. Но если не хотите рисковать, то берете вот здесь пики предыдущие и до сюда держите. Но по расчету вот сюда. Если входить с текущих уровней, можно поднять 56%. А можно ли заходить с текущих уровней? Сейчас глянем. Так, после пролива вниз пока нет. Лучше дождаться более явного варианта. Смотрите, индикатор идет вниз, дивергенции нет, объем также упал, заходного нет. Пока есть еще вероятность, что мы сходим еще пониже в рамках коррекции четвертой волны, потому что она может закончиться не здесь, а она могла быть вот такой. А, Б и куда-нибудь сюда С. И потом уже отсюда пойдем. Это вполне вероятно. В этом случае у нас вот зона, куда мы можем прийти в рамках этой коррекции. Я думаю, так и будет. Сейчас мы еще сходим вниз, и уже примерно от данных уровней можно будет наблюдать здесь и дивергенцию, и рост объемов, и заходные могут быть здесь. Пока этого ничего нет. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Оставляйте монеты на рассмотрение. Те, кто наберут большее количество лайков, попадут в следующий ролик. Если не хотите собирать лайки, просто засылаете донат с просьбой о рассмотре какой-либо пары валютной, криптовалютной, и она будет в приоритете. Удачной торговли и счастливо!